Добрый день, дорогие стрельцы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на сентябрь 2024 года. Да, дорогие, включайте VPN, если у вас есть сложности с просмотром этого видео. Будем планировать первый месяц осени. Кстати, забегая вперед, осенний гороскоп для стрельцов выйдет следом после сентябрьского. Поэтому, дорогие, запаситесь терпением. Ну а пока расписываем этот сложный в каких-то моментах, да, для кого-то очень мотивационный сентябрь 2024. Да, дорогие, у нас сентябрь начинается очень бодро. У нас здесь история связана как раз-таки с ретроградным Ураном. Он разворачивается 1 сентября. И Плутон последний раз, я бы так сказала, на нашей памяти возвращается в знак зодиака Козерог. Это тоже случается 1 сентября. И поэтому здесь, я бы так сказала, будет достаточно очень много энергии, активности, мотивации и, в принципе, да, сложности. И эту историю, конечно же, прочувствуют очень сильно. Вот прям начало сентября. Если, конечно, вы уже, ребят, не чувствуете, это стрельцы первой декады, кто родился как раз-таки на стыке рядышком со Скорпионом. Забегая вперед, первая декада стрельцов, кто родился в ноябре, вторая декада стрельцов, кто родился с 1 по 10 декабря, и третья декада, кто родился с 11 декабря и до знака зодиака Козерог. Вот такая градация. Продолжаю рассказывать. Начало сентября очень сильно прочувствуют как раз-таки стрельцы первой декады, просто потому что очень много энергии, очень много развития событий. Уран из Тельца, я бы так сказала, в 28 градусе все равно будет немножечко вот этой вот бодрой энергии стрельцам отсвечивать, но буквально через месяц уже станет чуточку полегче, сдвинется, и вот этой бешеной энергии, которая заставляет нас разрушать старое, то, что уже себя отжило, оно уйдет. Как будет влиять Плутон? Плутон будет влиять очень сильно. Это такая мощная история, которая нацелена на то, чтобы построить бизнес, развить в себе деловые качества, стремление к лидерству, к власти. И стрельцы первой декады, конечно же, ловите плюшки историй и вопросики, которые вы всегда, я бы так сказала, боялись решать. То есть от вас жизнь будет спрашивать, хотите ли вы подняться на социальный статус выше, на новую ступеньку, или же нет. То есть и вас будут всякими способами к этой истории подводить. Ну и, конечно же, здесь Нептун из 30 градуса Рыб будет в том числе вот стрельцам первой декады, кто именно родился рядышком со Скорпионом, будет вам очень сильно подсвечивать, я бы так сказала, помогать. Стрельцы второй декады, начало сентября почувствуют, ну, я бы так сказала, с новолуния. У нас 2 сентября новолуние. И здесь история того, что Солнце будет в оппозиции с Сатурном, и это история про то, что необходимо будет трудиться. Да, прям будут стрельцов второй декады просить обстоятельства потрудиться, сделать то, что не очень хочется. Обстоятельства такие сложноватые, обстоятельства, которые требуют от нас составить план, перейти к действию. Если вы до сих пор еще, конечно, этого не сделали, и август не заставил подчиниться вот таким сложным делам, и вы ждете, что вот они как-то сами пройдут. Ребят, пока еще не пройдут, в сентябре не пройдут, поэтому мой совет здесь, конечно, это стрельцы второй декады, потрудиться для того, чтобы решить все те вопросы, которые тянут назад. Да? Это финансовые истории, истории с долгами, это могут быть как и дела, которые вы не доделали, так и именно финансовые долги, да. И, конечно, эта история разрешится, когда эти дела будут выполнены. Ну, то есть вернутся долги там финансовые, либо рабочие, либо какие-то моменты, которые вы обещали сделать и не сдержали слова, то есть не выполнили это вовремя. Поэтому делайте для того, чтобы эту историю просто закончить. Стрельцы же третьей декады, скажу так, что здесь
Вас, конечно, будет весь сентябрь проверять ваш же собственный управитель, это Юпитер, он будет в оппозиции из знака зодиака Близнецов. И я бы так сказала, проверять гордыню, амбиции, нереализованные амбиции. Но до 5 сентября здесь еще будет Марс, я бы так сказала, поддавать жару, да, из Близнецов. И желание будет не сделать вот те дела, которые необходимы, а наоборот вспылить, поругаться, испортить отношения, испортить настроение, да. Плюсом здесь еще, конечно, Нептун будет в квадратуре к Солнцу Стрельцовскому третьей декады, и история того, что в какие-то моменты от своей же нереализованности вы можете впасть в такое вот депрессивное состояние. Поэтому говорю, ребята, как есть, скажете мне, вот очень сложненько, да, Жень, ну почему так? Месяц, можно сказать, разбить на два отрезка. То есть это первая половина месяца до коридора затмений, забегаю вперед, да, и вторая половина месяца это с коридора затмений с 18 сентября по 2 октября. И здесь история, знаете, она какая? То есть здесь даже Меркурий, который вот будет во Льве еще первую неделю, получится, конечно же, договориться, это именно стрельцам третьей декады, получится как-то вот разрулить вот эту историю, которая очень сильно не дает коммуницировать, развиваться, идти вперед, дальше договариваться с людьми, да, то есть внутренние такие сложные моменты. А уже скажите мне, с 10 сентября Меркурий-то покинет знак Льва, перейдет в Деву, и уже это будет такая более серьезная энергия. Уже не будет такой легкой коммуникации, но зато это прекрасное время начнется для усидчивого труда, для работы, для осмысливания, для обучения, для обучения каких-то сложных таких моментов, которые, тем не менее, для вас, дорогие стрельцы, любой декады повлияют очень даже хорошо. Поэтому здесь скажу, что вот новолуние, которое случится с нами 2 сентября в Деве, оно просит от нас составить план, особенно просит стрельцов, я бы так сказала, не просит, а требует стрельцов 2 декады составить вот этот вот сложный, мощный план, потому что без плана будет сложно двигаться куда-то, потому что стрелец — это такой знак зодиака, который, если без цели по жизни, то никуда не идет. То есть если цели нет, то ты никуда не придешь, никуда не попадешь, да, вот так и будешь болтаться. И здесь очень важна для стрельца цель. И вот стрельцы 2 декады, вам будет сложнее в этом сентябре. Стрельцам 1 декады будет реально полегче, будет эмоций, активности, движений больше. И планеты здесь способствуют развитию. Стрельцам 2 декады будет сложнее. Стрельцам 3 декады, вот стрельцы 3 декады, ощутят этот сентябрь очень сильно в лунное затмение 18 сентября. Поэтому я и прошу, собственно говоря, всех стрельцов потрудиться, постараться, кого-то активно, амбициозно, очень мощно в первой половине сентября, кому-то прям реально обязательно нужно сделать для того, чтобы не впасть в уныние, в депрессию, как раз таки в лунное затмение. Лунное затмение у нас будет в полнолуние 18 сентября, полнолуние будет в Рыбах. И несмотря на то, что вам, в принципе, эта энергия душевно-эмоциональная как-то вот подходит, импонирует, да, ваш второй управитель — это Нептун, но тем не менее, Луна будет в соединении с Нептуном, и будут аспекты, я бы так сказала, на это лунное затмение не очень гармоничные, совсем не гармоничные для как раз-таки стрельцов 3 декады. Поэтому, мои дорогие, для того, чтобы для вас вот этот коридор затмений не прошел так сложно, как он может пройти, потому что сейчас вот эта история, она будет очень сильно напоминать историю марта 2025 года. Поэтому здесь необходимо, конечно же, эту историю, вот чем быстрее вы сейчас в голове ее прокрутите, да, стрельцы 3 декады, тем март 25-го не будет для вас такой неожиданный, сложный, печальный, даже где-то депрессивный, потому что
В конце марта 25-го у нас Нептун меняет знак с Рыб на Овна. Для стрельцов первой декады это будет потрясающее время. Для стрельцов третьей декады это будет реально сложное время, когда как раз Нептун будет делать квадратуру к солнышку вашему в транзитным картам. И эта история всегда про то, что ожидание и реальность, когда наша реальность абсолютно не совпадает с тем, какой мы ее себе намечтали, и мы думали, что все будет хорошо, и все будет вот так прекрасно. Я не скажу, что все будет плохо, нет. Но от вас, дорогие стрельцы, именно третьей декады требуется развить в себе вот эту мудрость, развить в себе вот эти качество, чувствовать и видеть гораздо больше, чем есть вот здесь. Да? Для вас, дорогие стрельцы, это как раз-таки история вот этого большого и глобального масштаба, в который вы боитесь идти. И эта история однозначно связана и с финансами, и с получением того социального статуса, который вы хотите, своими внутренними претензиями, потому что стрельцы, когда они реализованы, они очень сильно претензиозны. Да? И здесь скажу, что от того, как пройдет ваш коридор затмений, естественно, эта история начнет очень сильно уже в новолуние, закончится солнечным затмением 2 октября, вот этот вот сентябрьский коридор затмений. И здесь стрельцы третьей декады как раз-таки будете понимать, про что я. С какими данными вы придете в этот период, потому что к тому времени уже Юпитер прям вот докатится к стрельцам третьей декады и будет очень сильно проверять вас на ваши же претензии, чего вы достигли, чего вы сделали, чего вы не сделали. И это будет вот тот самый момент понимания упущенной выгоды. Я вот так это хочу сказать, потому что стрелец это всегда про масштаб, стрелец это про финансы, про тот уровень жизни, который вы хотите, про то будущее, социальный статус. И здесь вот очень важно всем стрельцам в начале сентября, конечно, начать эту осень как раз-таки с построения плана, четкой цели на будущее, что вы хотите сделать, какой вы хотите, чтобы был ваш следующий год. И вот если ничего не делать, ничего не писать, да, не визуализировать вот эту историю, да, тогда, ребят, скажу так, эта история будет сложновато, закончится коридор затмений с большими претензиями, именно эмоциональными для стрельцов третьей декады. Стрельцы же первой декады, все-таки, ребят, составьте план, у вас очень классные истории для того, чтобы прям с минимальными затратами, потерями эту историю прожить, пережить и сделать вот все, как вам хочется. Стрельцы второй декады, ребят, постарайтесь закрыть все эти вопросики, все недоделки, все дела, которые требуют от вас как раз-таки вот этот ретроградный Сатурн. И когда у нас в октябре 24-го Юпитер развернется в ретроградное движение и пойдет обратно, вернется опять во вторую декаду, я бы так сказала, стрельцов, будет оказывать вот это давление, чтобы у вас эта история не была такой для вас напряженной, потому что у меня вообще ставка на то, что и октябрь, и ноябрь будут такими достаточно классными финансовыми прибыльными историями, которые должны очень сильно стрельцам быть на руку. Поэтому здесь, дорогие мои любимые стрельцы, у каждой декады своя история прохождения этого сентября, у каждого свои истории с прохождением этого коридора затмений. Единственное, что могу сказать, здесь очень сильно еще будет фонить любовные отношения, потому что всегда, когда мы не реализованы, а если стрелец не реализован, это вообще всегда очень большая претензионная история к своим вторым половинкам, но хочется же где-то этот негатив оставить, поэтому будьте, пожалуйста, очень внимательны к всему тому, что вы говорите, всему тому, что вы делаете, да, потому что, ребят мои любимые, здесь история того, что нужно вот в своих страхах разобраться, в своих претензиях, в своих упущенных выгодах и просто начать делать. Для этого нужен план, для этого нужно себе честно ответить, почему вы еще не пришли туда, куда вы хотите, и не заниматься самобичеванием, не вводить себя в депрессии, в переживания, просто начать по чуть-чуть планомерно делать и понимать, что да,
это получится при приложении труда, особенно у стрельцов второй декады. Здесь Сатурн делает квадратуру и заставляет прям потрудиться, поэтому здесь отдайтесь этому процессу, завершите все незаконченные дела для того, чтобы было прям вот очень хорошо. Ребят, вот такой будет у нас сентябрь, такое будет влияние на стрельцов. Не скажу, что что-то фатальное, нет, просто эмоциональный месяц. Необходимо пройти его с минимальными выхлопами эмоциями, чтобы не испортить отношения с близкими, с партнерами по работе в том числе. Если же вы хотите учиться выступать на публике, то первая неделя сентября хорошее время для выступления на публике. С 10 сентября прекрасное время для того, чтобы заниматься какими-то сложными, усидчивыми знаниями, обучениями, впитывать глубокую информацию для того, чтобы она очень плотно, мощно легла и вообще заниматься такими рутинными делами. Но здесь, опять же говорю, нужна внутренняя мотивация, режим дня, распорядок, планирование для того, чтобы успеть много. И тогда коридор затмений закончится совершенно безболезненно на совершенно других эмоциях и настроениях. Ребята, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Вот так мы открываем нашу осень. Осенние гороскопы будут буквально следом. Я желаю вам прекрасного сентября. И помните, не надо создавать себе вот здесь в голове проблем, надо просто решать свои эмоциональные вопросики, проходить страхи, честно себе задавать вопросы и на них отвечать, потому что весь месяц у нас Лилит будет торчать на кармических узлах. Да, у стрельцов есть история того, что вы выйдете, я бы так сказала, сухими из воды, но для того, чтобы сухими выйти, нужно же понимать, как это сделать. Поэтому разбирайтесь со страхами и будьте честны с собой, и все тогда у вас будет хорошо. Ребят, спасибо, что досмотрели до конца. Оставляйте вопросы в этом видео, я обязательно отвечу. Указывайте дату, время, место рождения и ваш вопрос, чтобы я открыла именно вашу натальную и транзитную карту. Ну а самых отважных жду на консультации. И увидимся, ребят, в следующем ролике. Пока-пока.